Мой дедушка очень любил есть мед. Каждый день он ел по 2-3 столовые ложки меда. Ну, конечно, в разное время. И считал, что мед полезен в первую очередь для пищеварительной системы. Во вторую, мед улучшает циркуляцию слизи и помогает очищать организм. И в третье, мед полезен для нашей нервной системы. Во многих древних учебниках про медицину, в том числе в учебниках тибетской медицины, мед описывается как продукт лечебный. И там меду приписывается много чудотворных свойств. Поэтому давайте разберемся, насколько действительно полезен мед. Для начала нужно понять, из чего состоит мед. Мед состоит на 80 с лишним процентов из углеводов, то есть глюкоза и фруктоза. Есть там небольшое количество ферментов, небольшое количество аминокислот. И есть такой очень важный момент, наверное, из-за этого ему приписывается много чудотворных свойств, это антиоксиданты, в частности флавоноиды. Так же как растительные сборы тибетской медицины, которые содержат очень много флавоноидов. Здесь нужно сказать, что чем темнее цвет меда, тем больше флавоноидов. Так как мед производят пчелы, то в меде содержатся следы прополиса. Прополис – это сильный антисептик. И поэтому в древности описано много литературы, как применялся мед для лечения наружных ран и так далее. И почему дедушка всегда говорил о том, что мед полезен для пищеварительной системы? Потому что именно из-за этого свойства, когда мы едим мед с продуктами питания, мед как бы оказывает антисептическое воздействие на продукты, какие мы едим, да, обеззараживает эти продукты. Плюс мед имеет свойство как заживлять незначительные раны и раздражения слизистой оболочки. Вторая польза. В тибетской медицине все продукты разделяются по свойствам. Холодные, нейтральные и горячие или теплые продукты. Мед является горячим продуктом, теплым. И поэтому он очень хорошо улучшает циркуляцию слизи и выводит из организма лишнюю слизь. Третье. В зависимости от сорта меда, мед обладает успокаивающим эффектом. Несмотря на то, что я уже сказал, что мед является углеводом, но гликемический индекс меда в разных литературах описывается от 35 до 70. Это зависит от сорта меда. И лучше всего потреблять те сорта меда, которые имеют низкий гликемический индекс. И опять же, чем ниже гликемический индекс, тем темнее мед. Я считаю, что мед полезный продукт. Но я никогда никому не навязываю, не настаиваю, чтобы этот человек употреблял тот или иной продукт, потому что я говорю, что это полезный. Поэтому каждый из вас, если вы считаете, что мед для вас полезный, вы можете употреблять. Но помните о его противопоказаниях. Мед – это углеводы, глюкоза, фруктоза. Поэтому, если у вас сахарный диабет, нарушение метаболизма, вам лучше этот продукт не употреблять. И помните о том, что любой продукт в оптимальной дозировке, согласно вашему образу жизни и питанию и так далее, да, может быть как лекарство. Если немного превысить дозу, может стать и ядом. И, конечно же, я вижу ваши вопросы о том, как же вы можете советовать класть мед в горячую воду. Здесь я скажу свое личное мнение. Я понимаю, что если мы любой продукт подвергаем термической обработке, то есть кипячению, наверное, свойство этого продукта меняется. Если добавить мед в горячую воду градусов от 50 до 70, ничего плохого не произойдет. Вреда от этого не будет. Будьте здоровы! Если вам интересны правила питания с точки зрения тибетской медицины, вы более подробную информацию можете найти в моем онлайн-курсе «Практика здоровья». Перейдите по QR-коду или по ссылке в описании к этому ролику.